пятница. У меня сложился интересный лук. Мой любимый винтажный свитер шерстяной, велветовые брючки, классные ботики, которые тысячу лет когда-то заказывала на Асосе. Они не очень удобны, поэтому очень редко их одеваю. Но в целом образ мне очень нравится. Ну что, физкульт, привет! Мы наконец-то купили абонемент в тренажерный зал. И я потихоньку вливаюсь в спортивную жизнь. Сегодня на стретчинге. После кардио муж пока качается. Добрый вечер. Покажу сегодня наш ужин. Готовила баранину. Баранина с картофелем. Тушила все в пиве светлом. С добавлением перечной пасты. Это то же самое, что томатная, только из перца. Делала вот такой замечательный салат с моцареллой, хурмой, томатами, кедровыми орешками, оливками и зеленью. Заправка идет оливковое масло, бальзамический соус, белый бальзамический уксус, оливковое масло хорошего качества, конечно. И здесь у нас свежий хлеб на закваске. Мы покупаем его всегда в своей любимой пекарне. Он очень свежий, мягкий и хорошего качества оливковое масло холодного отжима. Вот, посмотрите, какой замечательный цвет. Отщипывать кусочек и макать в масло – это мечта. Приятного аппетита! Здесь у меня готовится практически на огне. Это такая штука турецкая. Здесь вот дырочки. Через них попадает жар, огонь. Я запекаю овощи на открытом огне, можно сказать. Пахнет, конечно, дома как барбекю. Но вот он уже баклажан. Видите, какой? И перчик румянится. Я буду прям коптить это все, а потом будет чудесное мезе. Овощи запекла. Очистила полностью, потому что кожура превращается в гарь. Она очень легко счищается, очень быстро. В общем, я здесь нарезала все, добавила укроп. Сейчас я добавлю натуральный йогурт, сверху каймак. Добавлю также острый красный перчик и оливковое масло. И это будет один из видов турецкого мезе.
С добрым утром, друзья! Стамбул, воскресенье. Мы сегодня решили пить гейзерную кофе из гейзера. И я напекла вафельки. Сладкие, классические вафельки на сливочном масле, молоке. С голубикой. Куча разных у нас добавок, намазок. Ну и обязательно овощи, фрукты. Приятного аппетита! Тороплюсь на встречу с подружкой. Поздравить с наступающим Новым годом! Я сегодня начинаю делать рождественский немецкий штолен. У меня здесь темный ром, Каптен Морган. Можно использовать также коньяк, ну, Бакарди, конечно же. Лучше всего темный, потому что он лучше дает аромат и насыщение. Использовать буду ассорти орехов, вяленая клюква или голубика, или вишня, в общем, все, что у вас есть. Изюм. Можно цукаты при желании, я не хочу цукаты добавлять. Так что сейчас буду вымачивать, заливать, а дальнейший рецепт я вам покажу уже завтра. Привет, друзья! Ну что, мы продолжаем историю про штолен. Орехи и сухофрукты стояли в роме, пропитывались 2 суток. Сейчас мы их откинем на дуршлаг, чтобы лишняя жидкость ушла. И начнем готовить наш замечательный рождественский штолен, потому что дело уже к Рождеству. Сегодня уже 21 и 22 число, поэтому самое время. Для начала мы будем делать с вами опару. Здесь у нас молоко, теплое, прогретое. Соединяем молоко с 1 чайной ложкой белого сахара. Также мы добавим
дрожжи 15 грамм. Накрываем пленкой. Итак, мы поставили опару, накрыли пленкой, убираем в теплое место на 20 минут. Дальше продолжим. Вот так я ее укутала на 20 минут. Далее мы добавляем размягченное сливочное масло, 20 грамм, где-то 2 чайные ложки ванильного экстракта. Я добавлю чуть больше, потому что он не такой сильный, этот экстракт. И цедра одного лимона. Хорошенько вымешиваем. Если масло Ну вот что получилось. Вот такое тесто. Так оно выглядит. Извините, что неаккуратно, но я его только что замесила. Соединила тесто со всеми ингредиентами и с орехами и сухофруктами. Сейчас я также накрою пленочкой и уберу его отдыхать на 2 часа, чтобы оно расстоялось снова в тепло. Приготовление штоллена занимает, конечно, немало времени. На вымачивание орехов, на растаивание теста. Сейчас оно будет 2 часа растаиваться, потом еще 1,5 часа или час. Но оно того стоит. Это потрясающий десерт для новогодних и рождественских праздников. Вот так я его накрываю на 2 часа. Даем ему отдыхать и подниматься. Бай-бай. Ну что, давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот так хорошо поднялось тесто. Вот так поднялось тесто в 2 раза. И очень вкусно пахнет вокруг. Вот такой у нас богатырь штоллен вышел. Посмотрите, как он расстоялся. Он просто громадный вышел, и это замечательно. Мне очень нравится, как вышло наше тесто. Здорово. Наш штоллен готов. Теперь мы его будем покрывать сахарной корочкой. Для этого мы растопили 100 грамм сливочного масла. Смазываем
штолен вышел потрясающий, большим, крупным. Очень аппетитный. Вы не представляете, какой стоит запах в доме. И теперь мы будем присыпать сахарной пудрой. За счет этого сахарная пудра будет застывать и создавать сладкую корочку. Так мы повторим 4 раза. Ну что, давайте отрежем, разрежем, нарежем сегодня наш штолен. Мне даже так любопытно, каким он вышел. Потрясающе, я считаю. О боже, как он вкусно пахнет. I need to make a wish. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, моя доченька, с днем рождения тебя. Sunshine.
каток. Искусственный, конечно, но все же. А здесь покатушки и огромная на них очередь. Ну что, 1 января мы пришли после длительной прогулки и пора взяться за горячее. Сегодня мы готовим стейк Нью-Йорк. Все подготовила. Сервировать буду с пюре, в составе которого зеленый горошек свежий и картошка и вот такой вот ягодный соус из красной смородины.